Кто меня смеет беспокоить? Эй, Аквамен, там М-Супер Про приехал. Давай обзор делать. М-Супер Про? Вот этот, что ли? Да я уже ебаю в хвост и в гриву! М-Супер – модель-долгожитель, и я не про первые его модификации. М-Супер Про продолжает линейку М-Супера, которая на секундочку вышла аж в 2016 году. Отличительной особенностью этого моноколеса была телескопическая ручка, встроенная в заднюю часть. Прибавьте самую большую мощность на тот момент, и моделька стала культовой среди любителей навалить. Но, как известно, таким гонщикам всегда всего не хватает. То скорости, то тяги. Так 1,5 года назад появился М-Супер X. Не менее культовое моноколесо. Прошло время, и Gotway должен был выпустить продолжение легендарной серии. И это случилось. Вот перед нами М-Супер Pro. Название впечатляет. Мы ждали какого-то прорыва. Но это очередной рестайлинг М-Супер V3 с громким названием. Но при этом он обладает очень интересными особенностями. И в этом обзоре я попробую вам об этом рассказать. Погнали! Сначала давайте рассмотрим колесо снаружи. Хорошо заметно, что колесо стало шире, и виной тому более широкие боковые крышки корпуса. Там стоят аккумуляторы на новых элементах 21700, которые никак не влезали в старый М-Супер X. Если присмотреться к арке колеса, то заметно, что двигатель тоже стал шире. Это должно увеличить его тягу. Конечно же, двойная фара, педали и стойки, как у всех других моноколес Gotway М-Супер X. Теперь сразу покрашенный в черный цвет. Шина изменилась в сравнении с М-Супер X. Теперь это CST с рисунком точно таким же, как на Николе. По идее, такой протектор должен лучше себя показывать по пересеченной местности или по грунтовым дорогам. Кнопка сна, видимо, не поместилась под ручку, и Gotway решили ее разместить вот здесь. Очень странное решение, особенно для тех, кто любит ездить с сидушкой. Во время езды, конечно же, кнопка никак не будет реагировать, но если вы остановились, то при зажатой кнопке колесо может потерять баланс. Прямо снаружи, а не внутри колесной арки, у нас два динамика. Они не пропускают воду, вау! Но очень неприятно будет их случайно чем-нибудь проткнуть. Почему нет защитных решеток, мне лично абсолютно не ясно, но этот вопрос мы оставим производителю. Основание корпуса у нас без изменений. Цвет черный, фактура корпуса под карбон. Это все было уже на М-Супер X. Спереди и сзади светодиодная подсветка. Режимы переключаются нажатием кнопки включения. Сзади габаритный огонь. Днем его совершенно не видно, и в отличие от М-Супера X, теперь он у нас синего цвета. Конечно, у нас здесь две ручки для переноски и для перевозки. И обе, хочу сказать вам, абсолютно неудобные. Для переноски угловатая и неприятно давит на пальцы. А задняя слишком короткая, и колесо за нее возить не очень удобно. Я бы сказал, вообще просто unreal. Я говорю свое личное мнение. Имхо. Сверху порт зарядки, порт USB и кнопка включения. Брызговика и сидушки в комплекте, конечно же, нет. Но они в целом и не нужны. Лучше купить хороший кастомный брызговик или изготовить его собственноручно из папки для бумаг. Предлагаемый Gotway брызговик слишком маленький и слабо защищает от грязи, особенно если ваша скорость превышает 25 км в час. А на таких аппаратах 25 км в час ездят только пенсионеры. А люди как тучи!
Итак, хотелось бы поговорить с вами о технических характеристиках. Напряжение зарядки только 100 вольт. M-Super Pro не будет в варианте 84 вольт. Мощность этого малыша 2,5 киловатта. Максимальная скорость, 60 км в час вы точно поедете, а какая максимальная скорость будет безопасной, я не знаю. И проверять это у меня желания, если честно, вообще нет. А вот Goodway поступил хитро. Вместо максимальной скорости в спецификации модели они указали скорость холостого хода. И это, на секундочку, 80 км в час. Покрышка. Покрышка широченная, 18 на 3 дюйма, производство CST. Покрышка с таким же рисунком стоит и на Николе. Тут на любителя. Кому-то это больше понравится, а кому-то больше понравится от старого M-Super X. Мне сложно сказать, какая покрышка будет лучше, но старый добрый Chaoyang все-таки будет помягче и покомфортнее, лично для меня. Аккумулятор из 2 сборок с каждой стороны. В сумме, на секундочку, 1776 ватт-часов. Это 4 параллели по 24 элемента LG M50T. Каждая банка имеет емкость 5 ампер-часов. Goodway немножко округлил показатели и заявил емкость 1800. Пробег? Можно я уже не буду. Достаточно понимания емкости в 1800 ватт и знания максимальной скорости, с которой вы будете передвигаться. Угол наклона 30 градусов, но с его тягой колесо должно заезжать просто в вертикальную стенку. Зарядное устройство в комплекте 100 вольт на 3 ампера и заряжаться оно будет чуть больше 6 часов, полностью с разряженного состояния. Вес колеса 25 килограмм 100 грамм. Максимальная нагрузка 120 килограмм, заявляет завод. Можно и больше, но это на ваш страх и риск. Конечно, мы разобрали колесо, и все подробности с фото вы можете посмотреть в нашем техноблоге у нас на сайте. Я же попробую перечислить все эти особенности для вас. Внутри стоит другой вентилятор, вернее их там два. Один для охлаждения фары, другой для охлаждения контроллера. Добавлен блок колонок для проигрывания музыки через Bluetooth. У M-Super Pro внешне совершенно новый контроллер. У него увеличены контакты, а точнее толщина разъемов. Контроллер состоит из 3 частей. 2 преобразователя напряжения выведены на 2 отдельные платы. Боковые крышки стали с прокладкой, которая защитит от протекания. Однако стык корпуса в колесной арке никакой гидроизоляцией не обладает. Вода будет, как и раньше, вдавливаться вверх и затекать в боковые отсеки корпуса. Зарядные провода стали двойные. Вентиляция в боковой крышке открыта, а не бутафория, как на M-Super X. Нижний канал сделан под углом, чтобы, видимо, попадающая в отверстие спереди вода смогла стекать вниз. Верхний канал сзади смотрит вверх, чтобы опять же влага не проникала внутрь просто так. Надеюсь, что проблем в дождь у вас не возникнет. Маркировка двигателя C38, в старом M-Super X C30. И это означает, что мотор стал шире на 8 мм. Но весь прикол в том, что статор, то есть сердечник, у него 30 мм. Представляете, у нас вот такие магниты и вот такой сердечник. И на самом деле это самое интересное, что мы смогли обнаружить. Ведь такого раньше мы не встречали ни в одном моноколесе. Всегда ширина магнитопровода и магнитов были одинаковыми. И, конечно же, мы задались вопросом, почему? Во-первых, мы удостоверились, что это не ошибка и что двигатель укомплектован верно. А дальше нам помог Павел Новиков, известный многим моноколесникам по своей сильно доработанной версии Veloc под Android. Паша подсказал, что при увеличении ширины магнитопровода скорость будет падать. Как мы знаем, чтобы увеличить скорость, необходимо уменьшить количество витков обмотки. Но как оказалось, на старых двигателях M-Super X уже всего 1,5 витка проводов, и уменьшать количество витков просто некуда. Поэтому Goodway решили всех перехитрить. Они поставили обод с магнитами на 38 мм для увеличения тяги, а сердечник оставили старый от M-Super X. Но, увы, максимальная скорость все равно упала процентов на 10-12. Зато двигатель серьезно увеличил свои возможности по тяге, и можно заезжать в самые крутые и мощные горки. Я даже не знаю, как быть, чтобы никого не обидеть. Я, конечно, не кутовод, а сам езжу на Эльке.
Kingsong. Но M-Super Pro для меня крайне непривычное моноколесо. Угол педалей настолько сильный, и такое ощущение, что мне просто делают болевой на ноги. Плюс ко всему, нижняя часть костяшки упирается в пластик, и это как минимум больно. По ощущениям, очень напоминает Ninebot Z10. Хотелось бы отдельное внимание уделить этим педалям. Это просто космос. Я не знаю, как это буду на них ездить. Это испытание. Эта педаль, вот мы сейчас проехали, ну сколько, минут 5. Вот. Она не закрывается. Может, она новая, разработается, я без понятия. Но для меня это крайне дико. Второй момент — это угол педали. Угол педали — это просто отдельный параграф. То есть я вообще не понимаю, какой генетики должны быть ноги, чтобы вот так было удобно ездить. Надо брать просто напильник опять. И вот здесь убирать лишнее до адекватного угла. Когда будет адекватный угол. Потому что, ну, ездить на таком, ну, я не знаю. Но это сугубо мое мнение и сугубо мое впечатление. Второй момент — это подушки. Их словно нет вообще. Если прислонить ногу к корпусу, то заметно давит на голень верхней гранью, вот здесь вот. При этом никакого сцепления с колесом нет вообще. Очень похожие ощущения были на Ninebot Z10. Короче, корпус по эргономике точно не для меня. Я не знаю, мне кажется, без дополнительных подушек ездить на M-Super вообще просто нереально. Фара намного ярче, можно спокойно ехать ночью, но нет верхней границы, и она просто жуть как слепит всех прохожих. Я прям чувствую, как люди меня ненавидят, когда я еду на этом колесе. Благодаря тому, что фары теперь две, освещение стало более равномерным, и дорогу колесо лучше освещает. Как едет? Первое, что мне показалось, то, что она очень и очень жесткая, педали просто не прогибаются. И мне лично это не понравилось. Я бы хотел жесткость пониже. Мне было бы более комфортно. Тяга, конечно, бешеная. Но из-за особенностей корпуса, из-за того, что я недавно повредил ногу, я не буду показывать прыжки и прочие трюки. Уж простите, как-нибудь в другой раз. По скорости вопросов нет. Колесо явно скоростное, дорогу просто не замечает. Так и подстрекает наваливать и наваливать. Но тут главное трезво оценивать свои навыки в торможении. В случае чего. Лично я против высоких скоростей на тротуарах, тем более рядом с людьми. Не гоняйте, будьте внимательны. Фу, холодно. Возможно, из-за жесткости, а может быть из-за нового контроллера или прошивки. У колеса почти не ощущается потеря горизонта. И при поворотах, и при неровностях оно ведет себя одинаково хорошо. Явно лучше тех Goodway, которые я тестировал раньше. Колонки на M-Super Pro играют очень громко, но качество звука весьма посредственное. А басов словно нет совсем. Корпус у блока музыки с глухой гидроизоляцией, а для басов нужен выход для сброса давления, которое нагнетает динамики. Обычно в колонках для компенсации давления и даже его усиления существует фазоинвертор! Ну или как минимум динамик не должен находиться в полностью герметичном боксе. По поводу сравнения с M-Super X 100 вольт, я признаю, что я недостаточно опытен и силен в вопросах сравнения колес бренда Goodway между собой. И я не смогу вам объяснить, в чем существенная разница между этой моделью и предыдущей на 100 вольт. Поэтому я решил, зачем мне мучиться и что-то придумать, когда есть проверенное дружное сообщество моноколесников. Мы выбрали несколько ребят, которые согласились потратить свое время и приехать к нам на тест-драйв. Я не знаю, что они будут делать с M-Super Pro. Пусть делают все, что хотят. Я знаю точно, что они его утопить не смогут. И я хотел бы предоставить слово нашим славным моноколесникам и услышать их мнение. Блин!
Всем привет, меня зовут Григорий, катаюсь 6-й год на колесе. В новом М-Супер Про очень понравился крутящий момент, подрыв на старте. Также очень впечатлила фара своей яркостью и дальностью свечения. Из минусов могу подметить, что колесо стало шире, и если вы катаетесь на М-Супер X и вы пересели на прошку, то придется привыкать. Также по погрузке очень много вопросов. Значит так, Gotway М-Супер Про. Это обычный 84-вольтовый супекс с динамикой разгона от 100 вольт. Всем привет! Потестили М-Супер Про, у меня Gotway М-Супер X 1600. Что хочу сказать? Первое, у него стабильная прошивка. Второе, у него теперь не плавают педали. Он жесткий на торможение. И самое последнее, Супра валит, он очень классно едет. Я могу. Всем привет, меня зовут Вадим, мой вес 70 килограмм, и я катаюсь на М-Супер X 1600, 84 вольта. М-Супер Про очень классно ездить именно на малых скоростях, то есть не чувствуется вот это вот переключение магнита, как и чувствуется именно на моем колесе. Колесо немножко толще, покрышка другая, то есть в поворотах она ведет себя чуть-чуть иначе, но это вопрос привычки. Если поставить другие подушки, то уже тогда не будет чувствоваться, что колесо толстое. Угол педали точно такой же, как и был на М-Супер X. Особых отличий в этом колесе я не вижу, что тот вариант, что это приемлем, то есть для тех, кто собирается переходить на М-Супер X или Pro, то уже имеет смысл брать М-Супер Pro. Привет, меня зовут Саша, Ерчемп. Гоняю на Тесле уже больше полугода. Мой моноколесный стаж составляет уже более 3 лет. Супро произвело на меня положительное впечатление. Прет практически так же, как Тесла. Раньше на супексах мне это и не нравилось. Разгон у них вязкий и тяжелый. В этом колесе они его исправили. И вообще это очень неплохой шаг для оффроуда и для различного рода соревнований по монокроссу и катанию по лесу. Я бы, может, даже себе такой взял. Всем привет, меня зовут Игорь. Катаюсь я на супексе 84 вольта, и сегодня была возможность потестировать новый М-Супер Про. Колесо очень понравилось, просто рвет с места. Устойчивость на скорости классная. Единственное, что я не понял, почему тормозит точно так же, как 84 вольтовый. Колесо отличное, будем менять. Здравствуйте, я Келивник Сергей, я моноколесник, который проехал уже примерно 10 тысяч километров на моноколесе. О Супре могу сказать, что мне понравилось стабильное управление на высоких скоростях, понравилось поведение горизонта педалей в поворотах, он идет уверенно, и по динамике разгона он очень похож на 100-вольтовый М-Супер X, так что вот это 3 самых главных плюса, которые я для себя выделил. А минусов на М-Супер Про я для себя не нашел.
Вася, твое мнение про М-Супер Про? Ну, мне понравилось. Едет хорошо. Особенно тяга на низах мне понравилась. Какие минусы заметил? Корпус говно. Как был, так и остался. Вы все видели, мнение гатоводов услышали. Я его не знаю, но я с ним согласен. Что я могу сказать в качестве вывода? Однозначно, этот снаряд не для новичков. До М-Супер Про любой начинающий моноколесник должен пройти некоторый путь, освоив моноколеса попроще. Для того, чтобы совладать и понять мощность М-Супер Про, нужен все-таки опыт. И опять же, вес 25 килограмм. Оно вам надо? Дорогие друзья, я бы очень сильно хотел попросить вас написать ваше мнение по поводу М-Супер Про под этим роликом. Потому что я постоянно очень сильно удивляюсь, как много и красноречиво вы пишете свои впечатления в чатах. Это не круто. Круто, когда вы зашли на YouTube и написали комментарий, поставили лайк, сказали: Игорян красава, не зря мерзнет зимой на улице. И это поможет продвижению нашего ролика, и его увидит больше людей. Больше людей узнают, что такое М-Супер Про, купят их и будут гонять на них. Ну вот и все, друзья. Пришло время прощаться. Читайте наш техноблог. Ставьте лайки под нашим видосиком, ну или дизлайки, если вам наше видео хоть чем-то не понравилось. А я пошел обратно к своим русалкам, они уже заскучали. Ну, с гатоводами я не прощаюсь. Мы с вами еще сегодня увидимся в сервисе. И они собрались с вилами. Факелы. Игоряна. Ты что сказал плохо про мое колесо? Не гоняйте. Будьте внимательны. Раз, два, три. Всем пока!